По сообщениям индийских источников, Армения ведет предварительные переговоры с компанией Kalyani Strategic Systems Limited о закупке дополнительной партии 78 усовершенствованных буксируемых артиллерийских систем ATACMS. ATACMS прошла обширные испытания в различных климатических условиях Армении, в том числе в высокогорных районах и на равнинах. Эти испытания подтвердили адаптивность орудия, его точность на больших расстояниях и надежность в эксплуатации, что побудило власти Армении рассмотреть возможность более крупной закупки. Министерство обороны Армении стремится учесть отзывы военнослужащих для доработки следующей партии комплексов ATACMS. Среди примечательных особенностей, уже реализованных в системе, компьютерный интерфейс на армянском языке, который упрощает работу и повышает удобство использования. Ожидается, что армянская армия предложит небольшие улучшения или модификации для дальнейшей адаптации артиллерийской системы к своим конкретным требованиям. Отметим, что Армения уже приобрела два типа гаубиц индийского производства. Гаубицы ATACMS имеют длину ствола 52 калибра и призваны заменить устаревшие гаубицы советского производства Д-20 и ее самоходный вариант Акация. Кроме того, данные орудия способны самостоятельно передвигаться на короткие расстояния и менять позицию. Эта способность очень важна, так как в современной войне крайне необходимо, отстрелявшись, оперативно сменить огневую позицию или уйти в укрытие, чтобы избежать ответного огня противника. Второй тип гаубиц, который приобрела Армения, это самоходные установки на базе грузовика индийского производства с колесной формулой 4х4 и орудием калибра 155 мм, длиной ствола 39 калибров. Данные гаубицы призваны заменить устаревшие советские гаубицы калибра 122 мм Д-30 и ее самоходную версию «Гвоздика». Я много читаю материалов азербайджанских СМИ, социальных сетей, оппозиции и позволил себе составить на основании изученного 10 вопросов от азербайджанского народа Алиеву. Понимаю, что это лишь гипотетическая ситуация, но что поделать, сами они на это не осмелятся. А те, кто осмелился, сидит в тюрьме, либо убит. Итак, 10 почему. Первое. Господин президент, вы объявили о победе в войне, но, судя по всем вашим речам, создается полное впечатление, что конфликт с армянами так и не закончился. Почему? Второе. В азербайджанских школах ввели отдельный урок для 9 классов «История Победы», на обложке которого изображены вы в военной униформе, и почти все содержание учебника посвящено вам, будто никто и не воевал, кроме вас. Почему? Третье. Почему мы ради будущей победы 26 лет терпели высокие цены, низкий уровень жизни, отсутствие инфраструктуры и свобод в стране? И вот пришла победа. Прошло уже 4 года, а мы стали жить еще хуже. Почему? Четвертое. Ветераны войны в Карабахе получают пособие по инвалидности всего $40 в месяц, и немногие счастливчики с ампутацией конечностей аж целых $140. Уже многие от такой несправедливости покончили с собой. Почему? Пятое. Если мы победили, то как так получилось, что на здравоохранение и образование вместе взятых в бюджете 2025 года выделено меньше денег на 30%, чем на военные расходы? Кого мы боимся? Против кого вооружаемся? А главное, почему? Шестое. Как так получилось, что в Карабахе за 4 года построено 4 аэропорта, а во всем остальном Азербайджане их всего 5? Как так получилось, что в Карабахе аэропорты стоят пустые, а на внутренние рейсы в аэропорту Габалы билетов не достать? Почему? Седьмое. Те немногие, кто переехал жить в Карабах, жалуются, что дома построены плохо, на показ разваливаются и жить в них невозможно. А качественные армянские дома вы сносите. Почему? Восьмое. Вы говорите о рекордных продажах нефти и газа. При этом в регионах Азербайджана наблюдается практически отсутствие инфраструктуры, плохие дороги и школы, находящиеся в аварийном состоянии. Почему? Девятое. Почему у нас в стране невозможно иметь бизнес, чтобы при этом тебя не было крыши в лице представителей полиции? А в рейтинге восприимчивости коррупции мы занимаем 154 место из 180 стран мира. Почему? Десятое.
Ответьте, пожалуйста, как так вышло, что в Армении, где нет нефти и газа, в стране, находящейся практически в коммуникационной блокаде, в стране, которую, как вы говорите, мы победили, средняя зарплата выше средней зарплаты по Азербайджану на 70%. Почему? И последнее «почему?». А вернее, скорее, ответ на предыдущие вопросы, так как от вас ответа не дождаться, господин президент Алиев. Военная победа принесла жителям Азербайджана почти полное отсутствие свобод, гробы с погибшими, рост цен и ухудшение качества жизни. Азербайджанский народ не вернул себе Карабах. Его забрали себе вы, господин президент Алиев. Азербайджанский народ лишь потерял свое будущее и тысячи людей, гоняясь за прошлым из убеждения, что красивая карта важнее жизни и свободы. Вы превращаете страну в Кавказскую Северную Корею, с угрозами в адрес соседей, плохим уровнем жизни, закрытыми границами и наследственной властью. Увы, азербайджанский народ не задаст этих вопросов. Как там у Пушкина, народ безмолвствует. От себя добавлю, значит, заслуживает все то, что с ним происходит. Есть люди, которые считают, что для Армении точка невозврата пройдена. Это не что иное, как самоисполняющееся пророчество, предсказание, которое косвенно влияет на реальность, таким образом, что в итоге оказывается верным. Как в случае с человеческими возможностями. Если ты думаешь, что что-то невозможно, ты прав. Если ты думаешь, что то же самое возможно, ты, скорее всего, тоже прав. 3 миллиона внутри страны плюс 7 миллионов диаспора, несколько тысяч лет истории, которая сохранена в артефактах всех народов мира, невозможно так просто уничтожить. Разве что только вот такими самореализующимися прогнозами о том, что все уже потеряно. Считаю, что они внедряются либо из-за нежелания людей брать на себя ответственность за происходящее, либо специально извне для того, чтобы доказать нам нашу беспомощность. Кому это нужно? Империям, между которыми мы все время выбираем. Они должны доказать нам, что без них нам никуда. Сейчас это делает Россия. До этого делала Турция. Завтра будет другая империя. А эти люди, фаталисты, будут повторять мантры этих империй, единственное для того, чтобы оправдать свое безразличие к происходящему и бездействие. Только от вас зависит, будет Армения или нет. И чем вас больше, кто верит и действует, чтобы она была, тем безумнее будут выглядеть попытки доказать, что ее нет и не может быть. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на Objective News TV.